Друзья, всем привет! У нас сегодня второй вариант провязывания вот этого узора якобы от Кучинелли, да? Ну, называть его мы будем все равно так. Пусть джемпер, который нас вдохновляет, получит свое название а-ля Кучинелли. Итак, у меня, значит, схема была из 15 петель, но там я запуталась, там то ли петли симметрии, то ли еще что, он не сходится, короче. В телеграм-канал я кидала две схемы, одна вообще не срастается. Значит, как ее ни крути, я ее удалила вообще из Телеграм. Сегодня вечером или, может быть, завтра пообсуждаем, какой нравится больше, потому что у многих он вызвал интерес, а точнее легкость провязывания вот этого узора вызывает, естественно, интерес. Смотрится красиво и провязывается легко. Я в том году его не вязала, он уже, конечно же, есть на YouTube, я думаю, во всех вариантах. Видите, у меня здесь два. Этот также легкий, и смотрите, он по-разному все-таки смотрится. Вот для чего мы вяжем образцы, да, чтобы понять, как он смотрится на данной пряже. Возможно, вы будете провязывать, вот визуально, сейчас вы смотрите на мою пряжу, да, и визуально вам, скажем, нравится какой-то один из двух, а провязывая на своем виде пряжи, да, со своим составом и так далее, возможно, это будет выглядеть по-другому. Ну и по толщине, да, там нити, от нити тоже зависит. Вот этот первый явно будет в толстой пряже, будет выглядеть фактурным. Здесь очень близко вот это провязывание влево-вправо, друг на другом вот эти два ряда идут, и получается, как будто здесь какая-то как ветвь вот прям идет. Ну, со вторым узором я этого бы не сказала, как будто между ними петля проходит по центру. Ну, небольшое отличие есть, хотя, в принципе, схема очень похожа. Поэтому пусть у нас на канале будет два узора, и каждый для себя, провязав его на своей пряже, да, сделает выводы, какой ему лучше. Один, как мы видим, более мелкий, другой более крупный. Вот как я рассуждаю. Я буду вязать полотно по кругу, то есть большое количество петель. Вот визуально мне нравится нижний, а легче будет провязываться верхний. Смотрите, на одном количестве петель у меня нижний узор занимает 4 раппорта, то есть я 4 раза буду влево поворачивать, вяжу классическими петлями, поэтому мне вот этот переворот влево у меня будет занимать некое время. Здесь на этом же количестве петель я буду 3 раза поворачивать влево, то есть разворачивать петли. И если судить по быстроте вязания, то, конечно, мне выгоднее вот этот вязать, верхний, который мы сегодня с вами вяжем. Если судить, какой мне нравится вот визуальнее глазами, да, то мне нравится нижний. И здесь вот как бы есть о чем подумать. Кстати, в кадре у меня маркер от моей подруги Юли. Юля с канала Клубок Желаний. Юлечка, привет, дорогая. Значит, смотрите, что у меня получается. Здесь 4 раппорта на нижнем по 7 петель. Это 28 петель. А здесь 3 раппорта умещается по 9 петель. Это сколько? 27 петель. То есть на одну петлю меньше. И он пошел у меня немножко вширь. То есть он будет, получается, надо, если я на нем остановлюсь, мне нужно еще как минимум провязать вот такое расстояние сантиметров 5, чтобы по нему сделать расчеты для своего будущего джемпера. То есть одинаковое количество петель, да, нижний узор чуть-чуть поджимает. Может быть, возможно, из-за того, что он постиран, возможно. То есть нужно еще все равно убедиться, провязать, постирать и так далее, и уже потом определиться с расчетами. В этом узоре в раппорте будет 9 петель, и по высоте будем чередовать так же, как и в предыдущем, 2 ряда всего лишь. Вяжем через ряд, четные ряды вяжем по узору. То есть при круговом вязании это 9 петель всегда лицевых, при поворотном вязании это изнаночные, соответственно, петли. То есть по узору. Значит, можно вязать как по кругу, так и поворотными рядами. Итак, приступим. Первый ряд узора. У меня 4 здесь петли планка. Для того, чтобы, ну, поскольку я буду вязать изделие этим узором, мне нужно, чтобы он был в расправленном виде, чтобы сделать подсчеты. Кстати, когда вяжете образец, да, ну, какую-то планочку здесь делайте. Либо просто лицевые петли, либо платочную вязку. Итак, раппорт узора 9 петель. Лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2. 2 вместе с наклоном вправо. У меня классика. Петли должны стоять правыми стеночками к вам. Слева направо обе петли провязываем. Подтягиваем. Когда мы делаем 2 вместе, мы всегда подтягиваем. Далее 2 вместе с наклоном влево. У меня классика. Я разворачиваю левыми стенками к себе.
и за задний провязываю. 2 лицевые, 1, 2 и накид. Раппорт из 9 петель закончен. Повторим: лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 1, 2 и накид. Далее повторяем раппорт. И третий ряд. Начинаем раппорт. Накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо, слева направо провязываю, и 2 вместе с наклоном влево, левой стенки ближе к нам провязываем за заднюю. 2 лицевые, 1, 2, накид и лицевая петля. Раппорт из 9 петель закончен. Далее мы его повторяем. Накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе с наклоном вправо, подтягиваем, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, 1, 2, накид и лицевая петля. И далее мы узор повторяем. Ну, шикарнейший. Что первый, что второй. Загляните в первый. Я пока говорю, не могу определиться, поскольку, ну, вот и один хороший, и второй хороший. Здесь меньше разворачиваемся, повторяю. Для быстроты, кто любит побыстрее, вот эти, если вас привлекают ролики «Свяжем быстро», да, то это, скорее всего, относится ко второму узору, вот к этому, который мы сегодня вяжем. Кто выбирает все-таки фактуру, я думаю, что можно обратить внимание на первый вариант провязывания, который у нас вчера был узор. Поэтому легких вам петелек, девочки, делитесь своими процессами, которые мы вяжем на канале, в телеграм-канале, подписывайтесь, не забывайте, будьте поактивнее, комментируйте, потому что комментаторов у нас мало, как оказалось. Люди очень законсервированные, все хотят, наверное, видеть лицевую гладь, либо же какие-то ромбы. Ну, пыталась раскачать многих, пока не получается. Надеюсь, позже раскачаемся. Присоединяйтесь. Всех обнимаю. Пока-пока.